Ох, Лололошка, Лололошка! Вот и попадет же на мотокетры! Кошмар какой! Уму непостижимо, а! Пропадаешь! Еще и впутываешь в это дело моего повара! Ну давай, давай! Что ты скажешь в свое оправдание? Галлюцинации или видение? Правда или ложь? В предыдущей серии мы действительно увидели гнев Мтити? Или я сошел с ума? Как бы то ни было, отставить! Зариф никуда не умирал. Сейчас расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья! Я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы пришли договориться и договорились. Просто представьте, вы упрашиваете друга на заведомо опасную авантюру. Он кое-как через ваши уговоры соглашается, а потом погибает из-за вас. В реальной жизни на этом все. Никакого хэппи-энда не существует. Но здесь мы почти буквально отдали всего себя взамен на спасение Зарифа. Левая рука у меня поломана, не функционирует, одежда испорчена, мой непоколебимый шарфик разодран, а все навыки статуи бога фараона сброшены. Да, действует проклятие. Эффективность улучшений снижена. Да, мы еще и получили штраф на будущую прокачку. Сейчас минус 60% опыта, а было вообще минус 70. Да, это все звучит отвратительно, но этот важный шаг точно даст нам хорошую концовку, я уверен. Как будто это очевидно. Лучше живой человек, чем какие-то навыки. О, и кстати, напоминаю, в этих непонятных галлюцинациях Гнев Мтити сказала, что именно я должен спасти Миср, то есть Египет. Я, если честно, ничего не понял, но у меня есть одна маленькая просьба. Бога ради, дайте мне хотя бы узнать, кто я такой! Ну какое нафиг спасение? У меня ж буквально рука поломана! Надеюсь, леди Акетра меня не выкинет. Пожалуйста, не выкидывайте меня, я буду скрывать. Рука не поломана, все нормально. Короче, следующий день наступил, а именно на этот следующий день мне Бурис сказал то, что мы отплываем обратно в Нарфанис. Так, только вопрос, а где Бурис? Эй, кто-нибудь? Не только Буриса, нет также с Дерека, нету Зарифа. Алло, я что, один что ли остался? Я все проспал? Ладно, я уверен, что надо просто подождать, но ждать мы тупо не будем, потому что, во-первых, надо как-то вот здесь вот это все восстанавливать, а во-вторых, раз уж мы собираемся возвращаться в Нарфанис, надо забрать все нужные мне предметы. По-любому это будет стол зачарования. Здорово! Как бы я не хотел оставить тебя здесь, но нет, в Нарфанисе тебе будет самое место. Ну, супер, зачарования точно будут. Так, и проверим, что я могу еще забрать. Золотая кирка, нет. О, точно, меч из стали души, бога ради. Я совсем про него забыл, а это же дорогая штука, напоминаю. Здесь мне, наверное, ничего не понадобится, разве что косточки. Тут точно ничего. Блоки по типу камня и дерева я и так смогу добыть. А вот песок душ я, наверное, заберу, да. Это редкая штуковина. Еда, что насчет нее? Наверное, здесь нет ничего такого редкого. И что я могу подарить при этом. Но вот костная мука, опять же, забираем. Чисто по приколу можно даже потратить. Вперед. Как же обидно, что я не могу использовать фартук винодела. Минимальный уровень для надевания 20-е сражение. А у меня, напомните, какой? 10-й. То есть мне нужно еще 10 скоробеев, один есть. То есть еще 9, пипец. А ну-ка, пшеница, давай, прокачай меня. О, ауритеховый скоробей. Нет, ребята, мне нужно золото. Обалдеть, такого никогда не было. Максимально пустое поле, и я получил 0 железных скоробеев. То есть раньше я получал хотя бы одного, хотя бы двух. Это все из-за минус 60% опыта. То есть мне по-любому надо прокачивать вот это, восстановление. Снижает штраф по опыту на 5% за уровень. Я думаю, что самый крутой способ прокачиваться, это пойти на рынок Нара и там выполнять задания. Напомню, что за одно задание дают реально очень много опыта. И вполне реально за один квест мы получим одно золото, 2 серебря. Лолошка, доброе утро. Привет. Это, как у тебя твоя рука поживает? Ну, побаливает немножко. Но зато ты погляди на себя сегодня, вот, лучше выглядишь, чем вчера. Ой, господи.
Сколько же на тебя всего свалилось-то, а, парень? Угу. Так, и что у меня? Бурис, хватит разговаривать со мной так, будто мы друзья. Из-за тебя я оказался в рабстве. Ого! Это, по-моему, вообще первый раз, когда я могу что-то типа приструнить Буриса. Бурис, я сам виноват во всех своих бедах. Я постараюсь больше не гневать богов. Ох, Бурис, я чувствую себя отвратительно. Я не мог спать, потому что привык спать на левом боку. А теперь не могу. Мой разум не может понять, что вчера со мной произошло. И почему я все еще живой. Мы не можем отрицать то, что да, Бурис вроде как пытается мне помочь, мы не знаем его выгоду, но при всем при этом пытается помочь. Правда, вся его помощь, она всегда была завуалированная. Как-то так. Давайте я попробую его породить. Эй, Лолошка, не парься! Я тебе помогу, ты ща только дома будь, я приеду, я тебе все расскажу, я сам все узнаю. Пока. И самое главное, даже о рабстве он говорил завуалированно. Он просто говорил то, что я пристрою вас к некой леди Акетре. А о том, то, что нас продали, мы узнаем только в самом доме леди Акетры. Так что да, мне вот эта вот часть Буриса не нравится, как бы он ни пытался помочь. Короче, мне в любом случае нравится то, что я впервые могу хоть как-то его приструнить, поэтому да, хватит разговаривать со мной так, будто мы друзья. Из-за тебя я оказался в рабстве. Эй, парень, успокойся. Из-за меня? Да это же лучшее, что я мог сделать для тебя. Ты что, хотел оставаться вот здесь, да? Где идет дождь и змей? Или... Да ты просто сам посмотри. Где у твоего дома даже нет толком стен, а из цивилизации только полуразрушенные сараи, да? Ложка. Да ты хоть знаешь, сколько сил у меня ушло на то, чтобы пристроить всех твоих друзей с тобой? Однорукий скульптор, тощий измученный абд и уволенный строитель. А во главе у них непонятно кто, с непонятной историей и неизвестными способностями. Тьфу, блин! Не говоря уже даже о том, что за те копейки, что ты мне дал, сделать тебе нормальные документы было просто практически невозможно. То есть ты хочешь сказать, что для тебя в этом не было никакой выгоды, да? Ну и зачем же ты тогда взялся мне помогать? Я ни о чем из этого тебя не просил, Бурис. Мне было вполне комфортно здесь. Я не хочу с тобой больше разговаривать. Отвези меня в нар и больше в моей жизни не появляйся. Оу, ладно, не настолько я хотел его приструнить, окей? Типа, давай продолжим диалог. То есть ты хочешь сказать, что для тебя в этом не было никакой выгоды, да? Ну и зачем же ты помогал тогда? Ну, парень, ты не поймешь. Ну так ты объясни понятно. Бог с тобой, парень, ладно. Люди по всему Мисру страдают. Богатство сосредоточено в руках ограниченной группы лиц, большинство из которых, как ты уже понял, засели в Наре. Бедность, которую ты видел, Лолошка, это далеко не самое дно. Гезира, Храмовый архипелаг, Лазатеповый пролив, Шахтерские острова. Там люди живут в тотальной нищете. А здесь, ты погляди, здесь, на Зеленом континенте, добывать еду несложно. Она растет, бегает вокруг сама. В других частях Мисра дела обстоят намного хуже. Люди, даже абды, они не заслуживают такой судьбы. Короче, парень, обычно я не рассказываю такого тем, кому не доверяю. А ты уже видел кое-что и наверняка неверно истолковал. Короче, я перевожу беженцев с других островов в Нар, пристраиваю их в дома не слишком обеспеченных жителей. Даже такая жизнь лучше, чем то, что у них было в родных местах. Понимаешь? Если их поймают, казнят на месте, а если меня поймают, сначала будут пытать, а потом тоже казнят. И все равно, представляешь, отбоя от желающих нет, но не всех удается удачно пристроить. На Зеленом континенте я хотел создать безопасное пристанище. Пристанище для тех, кому нет места в Наре. Правда, потом передумал, когда узнал, что Амару Фараона известно о твоем поселении. Да и дождь из змей не прибавил континенту привлекательности. Ну вот, парень, теперь, когда ты все знаешь, я надеюсь, у тебя не будет больше таких тупых претензий. Информация, которую я тебе сейчас рассказал, может стоить всей моей жизни. Тьфу! Надеюсь, ты это понимаешь, да? Ага, ну понятно. То есть, как будто, опять же, ни для какой выгоды ты это делал. Эй, вот вы где. Здарик, что случилось? На самом деле, ничего особенного.
Просто... Поймите, я переживаю, что отпрашивался у Акетры только на 1 вечер, а прошло уже несколько дней. Вот. А ведь нам еще плыть, понимаете, нам еще плыть нужно. Ага, я понял, то есть надо было все-таки вчера плыть, да? Не, я вовсе не это имел в виду, Бурис. Вчера никто из нас не был в состоянии, сами понимаете. Но если сейчас все готовы, то я бы предпочел не тянуть с этим. Ладно, только, Сдерик, давай. Иди отсюда, иди на корабль. Ложка, понял? Ты тоже собирай вещи и приходи, только не задерживайся. А, все? Не, ну, кстати, на самом деле хорошая мотивация, если это правда. Мне понравилась его фраза «Никто не заслуживает жить в такой нищете». Но в то же время, неужели реально Зеленый континент настолько плох в этом плане? Просто еды здесь реально как будто навалом, раз в 1000 больше, чем в Нарфонисе. Ну, она здесь бегает, она тут растет, ее можно без проблем собрать. Так, ладно, нам, получается, можно уже отплывать, да? Погодите, пожалуйста. Вот это мы сейчас все выкинем. Возьмем все самое необходимое. Например, опыт, который можно получить с пшеницы. О, сразу скоробей, спасибо. Селиасет довольна вашими деяниями и дарит благословение. Спасибо, спасибо. Это, кстати, мне реально поможет. Да, без квестов здесь и правда никуда. Но, кстати, реально, ё-моё, у меня шикарная идея. Мы же можем подготовиться к квестам. Нас очень часто просят сделать что-то каменное, железное, что-то из кирпичей. Именно поэтому можно сразу взять кирпичи, что-то каменное, железное, как вы понимаете. Например, вот, булыжник. У меня его не было, а теперь появился. Дерево есть, медь. Ну, медь мы, наверное, потом продадим, но пока что есть. Какие еще квесты меня обычно просили? Томаты. Я помню, меня томаты очень часто просят. А томаты, как они выращиваются, кстати? Непонятно. Ох уж эти чертовы томаты. Было бы у меня всего лишь одно семечко, я бы бед не знал и выполнял эти квесты. Это томат? Это мак. А это томат? Это волчий боб. Хорошо, тогда мы телепортируемся в любую деревню. Вполне реально то, что здесь найдется что-то подобное, и мне реально всего лишь одно семечко спасет очень много репутации и заработок скоробеев. Я только сейчас понял то, что в этой деревне даже как-то огородов толком нет. Вот тыквы растут и все. Но у нас есть другая деревня. Ё-моё. Вы чё, охренели? А ну кыш отсюда! Шли вон отсюда! Это мое болото! Кыш! Кыш! Картошку воруют, ты погляди! Кстати, картошка. Ладно, ребята, томаты кто-нибудь продает? Нет. Зато я данж какой-то нашел. Тихо. О, тихо. Молодой! Успокойтесь! Ой-ой-ой-ой! Господи, его даже не пробить! Это что за данж такой, а? Дикорастущая синяя бузина, часть орнамента. Ладно, давай. Ай-яй-яй! О, господи! А шо ж ты такой сильный-то, а, тварь? Ох, мне даже интересно, что с него сейчас выпадет. И... Ух ты! Что это такое? Каменная табличка. Могу прочитать? Не могу. Здесь написано, что мы можем прочитать это только со знаниями о древнем языке. Что за древний язык, я также не понимаю, но это явно не что-то сюжетное, это явно не что-то важное, но тем не менее я это обязательно оставлю. А что в итоге за древний орнамент, нам также интересно наверняка узнать. Ну-ка, часть орнамента. Из этого можно создать украшенное кольцо, либо осколок эха. Я смирился с тем, что томаты мы так и быть не найдем, поэтому возвращаемся домой. И все, ребята, я готов плыть. Я забрал самое важное, а именно чародейский стол. Всем привет! Ну чё, Зариф, здорово, поговорим. Статус отношений офигенный. Сдерик, поговорим. Статус отношений офигенный. Бурис, статус отношений не самый офигенный, но, кстати, у меня, наверное, есть алмаз. Блин, нет. О, зато у меня, кстати, изумруд есть. Вот это можно подарить Зарифу. Вот, возьми. Ух ты, мне такое по душе. Спасибо. Так, Бурис, может быть тебе тоже попробовать подарить изумруд? Я, конечно, понимаю, что могу ошибиться, но вот. Благодарю. У нас, капитанов, такое очень ценится. Хорошо. Так, ну и все, наверное, мы можем отплывать, поговорить. Ну что, готов? Да, готов. Надеюсь, я реально ничего не забыл, потому что вернуться мы вряд ли нормально сможем. У Зарифа лодки больше нет, сами понимаете. Так, и тут сразу же команда появляется. Действительно, где она все это время была? Плевать. Поговорить с кем-нибудь можем? Отойди, салага. Понятно. Что насчет тебя, Зариф? Поговорить? Знаешь, Лолошка, я вчера умер. И когда ты меня воскресил, мне все преграды, все проблемы казались такими глупыми. У меня было чувство, будто мне все по плечу. Я готов был горы сворачивать. А сейчас
Сейчас, Лолошка, я уже не так уверен. От моего корабля остались только щепки, да и те потонули в песках. Снова открыть овощную лавку мне никто уже не даст. Я понятия не имею, как я буду содержать Ма. И чего я вообще решил на эти дурацкие острова плыть? Нет, ты не подумай, Лолошка. Я на тебя не в обиде. Я тебя совсем не виню, если что, не виню, правда. Я сам согласился, хотя знал, что это опасно. Но я без понятия, что мне теперь делать. Ты меня не считаешь виноватым? Серьезно, подожди. Да я же буквально тебя заставил. Я ходил вокруг да около. Уверен, все как-нибудь образуется, Зариф. Я считаю, что в случившемся большая доля моей вины. Я постараюсь что-нибудь придумать. Вот, хорошо, что здесь есть такой вариант. Для поклоняющегося Монту ты слишком много ноешь. О, отвратительно. Ну да, конечно, это моя вина. Одно твое стремление мне помочь очень многое для меня значит. Спасибо, Лолошка. Да пожалуйста, я правда еще ничего не сделал. Ну то есть, на самом деле я, правда, вот когда в предыдущей серии сказал, что у меня глаза на мокром месте, я не наврал. Ну то есть там, я буквально понял то, что я такую дичь сделал. Поэтому я по-любому заглажу перед тобой вину, Заривка. Я не знаю, лавку тебе открою. Вот не знаю, лавку, да. Так, ладно, с Дерек, поболтаем. Ох, Лолошка. Вот и попадет же на мотокетры. Кошмар какой. В основном, конечно, мне. Но самое глупое, я почему-то совсем не об этом думаю. Нет, я понимаю, что насущные проблемы должны волновать меня сильнее всего, но вчера я узнал о существовании богов. О, я как бы и так верил в них, конечно, но скорее как в какую-то абстрактную идею. А тут вот она, живое доказательство. Доказательство того, что гнев Мтити существует. У меня так сердце колотится от мысли, что мы в этом мире не одни. Я всегда знал, я верил, что в мире есть что-то большее. Что-то, чего нам, простым смертным, не суждено постичь. Интересно, какая она? Скажи, какая она богиня смерти? Уф, ну слушай, вполне реально, что у меня были галюны, и может быть это я своей силой как-то воскресил Зарифа, а сам подумал то, что это богиня. Так, ну что я могу сказать? Огромная, она и правда большая, пугающая и опасная. В ее глазах плещется смерть, а улыбка ее опасна и остра. Очень похожа на обычного человека, только побольше. Вообще, наверное, вот это пугающая и опасная. Улыбка у нее действительно была опасной и острой. Вот это. О, невероятно! Лолошка, ты даже не представляешь, я так счастлив, что знаком с тобой. Мы только недавно перешли на «ты», но у меня чувство, будто я тебя уже прям реально давно знаю. Ладно, шуршание песка так убаюкивает. Надо попробовать поспать, чтобы предстать перед гневом Макетры полным сил. Все, Лолошка, не беспокой меня, пожалуйста. Без проблем. Так, матросики, поболтаем. Корабль в песке не тонет. Корабль тонет, когда песок в нем. Запомни это. Ну, понятно. Так, Бурис, скажешь ты что-нибудь? Да уж, Лолошка. Надеюсь, ты когда-нибудь поймешь мою позицию. А вообще, хара! Я не ожидал от тебя такой злости на меня. Я думал, ты сам понимаешь, что я для тебя как бы стараюсь вообще-то. Для чего я, по-твоему, выведывал про твоих грабителей? Для чего я уже столько времени пытаюсь выведать про таинственного СМ, а? Ладно. Я снова начинаю злиться. Отойди от меня, Лолошка, пожалуйста. Мне нужно подумать. Я могу не просто отойти, могу ему сказать: Бурис, прости, пожалуйста, я не понимал, был неправ. То есть он как бы вроде не чурается брать за это деньги, но в то же время от чистого сердца помогает, потому что он такой добрый добряк. Ну ладно, давайте мы не будем реально портить с ним отношения, потому что по факту-то, да, мы его вроде приструнили, но это я так чисто попробовать скорее хотел. Поэтому, Бурис, прости. Да ладно, бывает, парень, бывает. Про отойди, сейчас все еще актуально. Иди отсюда. Ну ладно. О, время быстро пошло. Все, со всеми поболтали, да? О, как это красиво. Каждый раз наблюдаю эту картину и просто офигеваю от того, как это круто передано. Так, сколько мы? В итоге день прошел, 2, наверное, да? Где-то 1,5 дня мы плыли. О, как же приятно видеть, что где-то жизнь совсем не меняется. Все так же воняет собачьей хорой,
Все так же пёсьи дети дерут у Тена за еду. Ты тоже работаешь торговцем, Бурис. Не забывай. Ну, я... И то верно, Зариф. Да. Эй, ребята, давайте поторопимся, умоляю вас. О, ну давайте поторопимся. Так, и мы... Вот вы где. Да вы хоть знаете, как леди волновалась. Как вам наглости вообще хватает вот так вот заявляться? Так, Хануф, чего нам, вообще не надо было приходить, что ли? Вы что, себя самыми умными считаете, что ли? Живо идите объясняйтесь перед госпожой. Все, я пошла. Эй, госпожа, они явились. Так, а где все? Подожди, только я и Дерек? Ну ладно. Ой-ой-ой, как... О, в ее глазах страх! За нас, рабов! Ты погляди-ка, ты погляди. Что? Идите Реально? сюда. Живы, Да. в порядке. И, да, Это тоже, что да. вообще такое было сейчас, а? Куда вы запропастились? Кетра, простите, мы... Я знаю, Сдерик, знаю. Вы отправились выручать этого любителя приключений. Иди, готовь ужин. И чтобы он был самым вкусным из того, что я ела. Да, леди Акетра. Ложка, удачи. Спасибо. Это что? А ну живо! А теперь ты, Лолошка. С этого дня я запрещаю тебе выходить за пределы города. Тебе все Чего? понятно? Вот именно. Я предупрежу стражу на всех воротах, чтобы они тебя не пускали. Уму непостижимо, а? Ты попадаешь в лучший дом для абдов во всем Мисре. Пристраиваешь сюда всех своих друзей. Практически ничего не делаешь в плане обязанностей. А то, что делаешь, делаешь неправильно. И в итоге решаешь еще поэкспериментировать с моим терпением. Пропадаешь. Еще и впутываешь в это дело моего повара. Ну давай. Что ты скажешь в свое оправдание? Я не аб, ты не хотел им быть, неужели непонятно? Не-не-не, здесь это плохо будет звучать. Давайте... Простите. Вот не могло, Ложка. Твоя детская прямота и наивность сводит меня с ума. Это правда, что ты не знал, кто такой Амар, и не склонился перед ним? Да, это правда. Вот это да! Я думаю, он был настолько этим шокирован, что даже не придумал, как с тобой поступить. А раз даже он не знает, то мне-то откуда, правда? Если соберешься выходить из дома, бери с собой Сдерика или Абди. Я серьезно, Лолошка. Если бы мое доверие измерялось в утенах, то сегодня ты бы потратил последние. И еще кое-что. Завтра жду от тебя историю. Что все-таки произошло? Ты понял меня? Да, леди Акетра. Угу. Вот и молодец. Чао. Спасибо, что не побили меня, я не знаю. А, подождите, вы куда? Нет, только не эта дверь. Она же сейчас закроется, я не смогу открыть, да? Ну-ка. Да, все. Ну, в целом, как будто все могло быть хуже. Намного хуже. Леди Акетра меня даже не ударила, она меня обняла. Но выговор, конечно, строгий. То есть, понятное дело, то, что в будущем она меня уже не пощадит. Сдерик, поговорим? Сдерик. Не поговорим? Серьезно? То есть ты даже не скажешь то, что ух, слава богу, какая Кетра крутая, она нас даже не побила, не убила. Ладно, а что насчет Абди? Абди же, по идее, дома, да? Вопрос на 203 миллиарда рублей. Реально, где Абди? Так, к нему не зайти. У меня при этом ничего не поменялось. Может быть, он наверху, кстати? Абди! Я так соскучился! Привет! Поговорим? Ложка, я так рад, что вы вернулись. Когда я услышал внизу ваш голос, я аж подпрыгнул от радости. А Кетра очень волновалась, когда Сдерик не вернулся 4 дня назад. Честно говоря, я волноваться начал даже раньше. Вы как, Ложка? Абди,
А Кетра запретила мне одному выходить из дома. Хочешь пойти прогуляться со мной? Просто решил тебе рассказать. Так, то есть у меня либо выбор с Дерека взять с собой, либо Абди, да? Давай предложим Абди. Хочешь пойти прогуляться со мной? О, наша госпожа так добра к нам. Любой другой хозяин обязательно бы применил телесное наказание. Да, Лолошка, я бы с радостью с вами прогулялся. Я собираюсь сегодня вечером пойти на службу в храм Кнеф-Мтити. Если захотите присоединиться, встретимся здесь через пару часов. Сейчас мне нужно закончить работу. Ой, все, увидимся. Хорошо. Ладно, вот и договорились. То есть, куда еще раз? Та-та-та-та. Я собираюсь сегодня вечером пойти на службу в храм Кнеф-Мтити. О, Кнеф-Мтити! Интересно, интересно, как этот храм на нас повлияет. Так, с Дерек, может, все-таки поговорим? Давай. Ну что, Лолошка, как прошло у тебя? Я никаких криков не слышал. Но у леди Акетры, кажется, свои методы воспитания. С Дерек. Акетра запретила мне одному выходить из дома. Хочешь пойти прогуляться со мной? Просто решил тебе рассказать. А мы можем позвать сразу двоих? Давай-ка, хочешь пойти прогуляться? Она наказала тебя как ребенка. Из нее вышла бы прекрасная учительница. Вообще, да, знаешь, я думал сходить на службу в храм Монту. После всего случившегося я подумал, что мне стоит вознести ему свои молитвы. Но... знаешь, чтобы он там не прогневался в лишний раз и все такое. Ты как это, пойдешь со мной? Ну, да. О, супер. Мне сейчас, если что, нужно пожарить лососевые стейки, чтобы Акетра была мной довольна. А потом можем пойти. Вот, подходи через пару часов. Я как раз закончу. Ага. Погоди, у меня реально выбор, то есть... Надо было просто нажать, короче, просто сказал, тогда у меня бы не было выбора. А как это теперь, интересно, сработает? Типа, я реально двоих позвал, по сути. Так, 2 часа должно пройти. Чё мне эти 2 часа тут делать? Вообще, мне запретили выходить за город. То есть, по сути, из дома-то я могу выйти, да? Я не могу даже... А чё мне реально делать? Какие у меня задания есть? Давайте проверим. Отпор Тойфетуну. О, кстати, я не читал этого. Это был сон? Это была реальность? Я разговаривал с собой богиней смерти? Она сказала мне, что я должен собрать вместе все артефакты. Интересно, она это говорила про огни? Богиня сказала, что я единственный, кто может противостоять Тойфетуну. Если бы я только знал, что это такое. Да, больше вопросов, нежели ответов. То есть, по сути, у нас теперь есть... Нужно разузнать о боге-фараоне побольше. Надо узнать про Синдбада, как он там. И самое главное, нужно дать отпор Тойфетуну. Все больше каких-то больших заданий, а я из дома выйти даже не могу. Что ж, получается, мне нужно сейчас не поспать, это точно, потому что 2 часа это явно не сон. Мне нужно по-любому сложить вещи и боги, ребята. Наконец-то я могу обустроить свою комнату. Так, ребята, у меня сейчас большущая к вам просьба. Леди Акетре, не передавайте. Так, куда? Теперь здесь будет верстак. Так, вот здесь мы немножко расширим нашу комнатку. Вот здесь сундучок, вот здесь сундучок. Просто разные сундучки. В этом сундуке будут храниться только блоки. В этом сундуке будет храниться только мусор. Например, сейчас картошка — это мусор, семена пшеницы, кусочек золота. А вот в третьем сундуке будет храниться амуниция и инструменты. Вот как-то так. Слушайте, с кем мы пойдем гулять? Куда мы пойдем гулять? В какой храм мы в итоге забредем? И пойдем ли мы вообще все вместе втроем? Мы узнаем уже в следующей серии. Как же хорошо, что про мою одежду и про мою руку никто ничего не спросил. Иначе бы меня вышвырнули отсюда. Большущее, ребят, спасибо за то, что посмотрели. Надеюсь, то, что вам нравится. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, ставить лайки, нажимать там всякие разные другие кнопочки. Потому что именно эти микро-маленькие нажатия по кнопочкам даруют неимоверно огромную мотивацию для меня и для всей команды. Если же вы хотите поддержать нас как-то материально и за это что-то даже получить, то заходите на Boosty. Там можно поддержать и даже получить эксклюзивный контент. Еще раз благодарю, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Растрепанный Лолошка и Возвращение домой. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.